Ураган Сэнди, обрушившийся на восточное побережье США в 2012 году, нанес рекордный в истории ущерб яхтенной жизни, повредив около 65 тысяч яхт и лодок. Ураган Иэн 2022 года нанес ущерб яхтсменам, оцененный в более чем $1 миллиард. Ну, а ущерб от урагана Берил, который бушует в настоящее время, только предстоит оценить. Многие из пострадавших яхт будут списаны страховыми компаниями в утиль, то есть в тоталь, за нецелесообразностью восстановления. Часто владельцы даже не приедут посмотреть на них, оставляя все на откуп страховой. Тем не менее, после подобных ураганов у некоторых людей появляется надежда, а среди разрушений рождаются новые мечты. Авантюристы со всего мира готовы инвестировать в эти мечты свое время, которого у них порой значительно больше, чем денег. Всем привет! С вами Денис Серов, яхтенный сюрвеер, и сегодня я расскажу вам о нюансах покупки поврежденных ураганом яхт и связанных с данным предприятием разнообразных рисках. Многие слышали захватывающий дух и будоражащее воображение истории о том, как рукастые парни и девчата покупают за бесценок немножко побитую лодку, восстанавливают ее и радостно бороздят просторы океана, выкладывая свои видео на YouTube и вызывая зависть зрителей, а также неизбежное желание повторить. Но ютубные истории об успешном успехе восстановления ураганных лодок стоит принимать с изрядной порцией соли. Вам рассказывают только то, что им выгодно рассказать, и очень многое остается в тени и всячески затушевывается. Однако же, каждый раз с началом очередного разрушительного урагана в некоторых горячих головах начинают бродить дерзкие мысли. Мысли об открывающемся окне возможностей покупки яхт, поврежденных ураганом, затоталенных страховыми компаниями или даже брошенными владельцами. Вот он, звездный час, думают они. Купить не сильно пострадавшую затоталенную лодку, привести ее в божеский вид, подшаманить и вперед к приключениям. Мотивации здесь хоть отбавляй. И все это подогревается различной литературой, влогами о морских путешествиях в духе позитивного мышления, типа «ты, главное, начинай, научишься по ходу». Да, научишься, конечно, набив кучу шишек, потратив мешок денег, а иногда подорвав свое здоровье. Вопрос, останется ли после такой учебы энергия и ресурсы для воплощения дальнейшей мечты. Не лучше ли учиться на чужих ошибках? Но чужие уроки обычно усваиваются гораздо труднее, чем свои собственные ошибки. И глядя на других, всегда думаешь, со мной такого не случится. Но все же, когда ввязываешься в авантюру, дешевле всего учитывать именно чужой опыт. Особенно, когда речь идет о десятках или даже сотнях тысячах долларов, а также, повторюсь, о своем здоровье. Но где взять чужой опыт, особенно отрицательный? Проблема в том, что люди неохотно делятся своими ошибками на широкую публику. А особенно это касается YouTube, этого рассадника успешного успеха. Но, кстати, во многих историях про ураганные яхты, которые там удается найти, рефреном звучала фраза о необходимости качественного сюрвея перед решением о покупке. И для меня это стало своего рода приглашением. Приглашением высказаться, вызовом. Так что я потратил некоторое время и, собрав воедино разные источники, изучил опыт страховых компаний, других сюрвееров, осматривавших ураганные лодки, верфей, которые занимаются восстановлением, самих яхтовладельцев, чьи лодки тонули, или тех, кто занимался их восстановлением. Проанализировав эти данные, я дополнил их своими сюрвеерскими соображениями и решил поделиться получившимся итогом с вами. Считаю, что данная информация будет полезна тем, кто мечтает попытать удачи в деле покупки и восстановления ураганных яхт, а также и тем, кто подумывает о покупке подобной лодки после восстановления другими энтузиастами. Однако, прежде чем переходить к техническим деталям, давайте попробуем шире обрисовать общую обстановку вокруг этой темы. Важно помнить и понимать, что еще до урагана любая лодка была не новой. Ее двигатели, рангоут, электроника, другие системы. Везде уже могли быть какие-то проблемы, поверх которых наложился ущерб от урагана. Имейте это в виду при оценке. Оценивайте состояние более разносторонне. Очень важно за повреждениями, нанесенными ураганом, увидеть проблемы, уже присутствовавшие на лодке до его прихода. Далее. Не стоит недооценивать ущерб от затопления.
По свидетельствам тех, чьи лодки реально тонули, страховые компании оценивают яхты, погрузившиеся в воду всего на несколько часов, как total loss, то есть под списание. Это должно кое-что сказать вам о степени воздействия соленой воды на судовые системы. Можно, конечно, сомневаться, можно грешить на ленивость страховых компаний, можно найти даже примеры, когда лодки тонули, потом их поднимали, и ничего после этого не было. Но я бы все-таки прислушался к опыту страховых, а не к единичным счастливчикам. Кому-то повезло, конечно, но очевидно, что далеко не всем. Особняком здесь могут стоять только лодки, частично залитые дождевой водой, но при этом не затонувшие. Теперь, касательно тоталя и его более глубокого понимания. Лодка, попавшая по страховке под списание, как правило, имеет повреждения, на устранение которых, по предварительной оценке экспертов-страховщика, потребуется более 70-80% от страховой суммы. Ключевой момент здесь заключается в том, что как только оценка ущерба достигает порогового значения 70-80%, зависит от страхового полиса, от суммы, от страховой и так далее, дальнейшая оценка прекращается, как не имеющая смысла для страховой компании. Вся лодка идет в утиль. Какая разница, сколько будет стоить ее полное восстановление? Кроме того, как вы понимаете, эта предварительная оценка всегда является оценкой снизу, то есть минимальной оценкой. Реальный же ущерб может быть вскрыт только при начале восстановительных работ, и он всегда оказывается существенно выше, чем предварительно оцененный. И, кстати, имейте в виду, что даже найдя лодку, которая, казалось бы, имеет лишь поверхностные повреждения, вы можете столкнуться с ситуацией, когда трещинки на гель-коуте обернутся залегающими под ними масштабными структурными проблемами, требующими колоссальных сил на устранение. И данная информация косвенно подтверждается сотрудниками сухих доков, бот-ярдов, ведь на их глазах происходит немало восстановительных работ. По имеющимся свидетельствам, множество купивших пострадавшие в урагане лодки начинают энергично их восстанавливать, но проработав месяц-два, бросают. И происходит это после того, как счастливчики вскрывают верхушку айсберга и видят растущий снежный ком работы, которую невозможно закончить в обозримые сроки, но при этом и нельзя оставить невыполненной. Дело в том, что довольно сложно оценить трудозатраты и расходы, не имея соответствующего профессионального опыта по восстановлению и сюрвею. По признаниям же тех, кто занимался восстановлениями и доводил в итоге их до конца, при оценке объемов работы можно смело умножать ваши оценки как минимум на 2, чтобы получить примерную ориентировку положения дел. Это позволит хоть как-то учесть ранее неизвестные проблемы. Так что не бойтесь перезаложиться по срокам. Все равно вы ошибетесь в меньшую сторону. Добро пожаловать в увлекательный мир яхтинга. Можно, конечно, обзавестись помощником, наняв на месте аборигена. И это существенно ускорит работы. Ведь на Карибах, например, на Британских Виргинских островах, работник-корпусник, который умеет работать со стеклопластиком, обойдется вам всего $100 в час. Привлекательное предложение, не так ли? Окей. Вас ничего не испугало, а предупрежден, значит вооружен. И теперь мы готовы к рассказу о том, с чем придется столкнуться в плане повреждений. Кратко же охарактеризовать типичную ситуацию можно всего 2 словами. Масштабный ущерб. Проблемы удобнее всего разбить по 3 основным категориям. Структура, движитель и судовые системы. И об этом в следующем видео. Подписывайтесь.